Открывателями нашего клуба стали команды МПМК «Знаменская» и производственное объединение коммунального хозяйства. Для продолжения конкурса проявили инициативу организации Центральная районная больница и Знаменская средняя школа. Я думаю, что сегодняшняя встреча не разочарует вас. Наши команды с нетерпением ждут встречи с вами. Итак, сегодня на сцене команда Знаменской средней школы. Команда Центральной районной больницы. Председатель комитета по молодежной политике Суконко Надежда Викторовна. Заведующий отделом культуры Сапронов Сергей Геннадьевич. Председатель спорткомитета Турченко Григорий Анатольевич. Заместитель главы администрации по строительству Синофондова Валентина Алексеевна. Приглашается на конкурс «Музыкальное приветствие». Первым приступить к заданию предоставляется команде Знаменской средней школы. Кто шагает дружно в ряд? Наш учительский отряд! Чему рады вы, ребята? Все нам выдали зарплату! А чему же вы грустны? Что нам больше не должны? Вместе, стой! Алле, бог! Шаг назад. Уважаемое жюри, отряд имени Ильича на КВН прибыл. Наш девиз. Проблемы ни почем, мы все идем за Ильичом! Стойте! Вы шутить изволите, а мне не до шуточек. Вот они, ваши медицинские книжечки. Все вовремя не прошедшие медосмотр. Марш со сцены! Ребятки! Нет, ну не посмотрите, а! Ну никакого шитья от больницы нет! Ну везде спицы в колесных ставит. То штраф, то со сцены. Ой, что это разошлась-то? Может, реально так, а? Работа у них нелегкая. Ведь недаром почти все врачи на инвалидности. Везде проблемы. А в стране проблем сколько, а? Что, разве только в стране проблемы? А в нашем районе разве их меньше? Вот давайте перечислим. А давайте. Давайте попробуем. Душой раздается взрыв гранаты, и в гардеробе снова режут куртки. Но расколол всю школьную малину товарищ Туркин, товарищ Туркин. Но расколол всю школьную малину товарищ Туркин.
знают, вот это проблемы. Да, глава администрации об этом недавно напоминал. Да что только толку. А ты он напоминаний проку-то мало. Как это толку мало? Наша школа быстро на это реагирует. Да, каким Вот и я и смотрю, к Помогинов зачистил. Да? Зачистил. А результаты-то есть? А результаты? Товарищи, быстро по 50 рублей не сдали, быстрее. На жалость. Как на что? У Олечки же из 8 класса двойня родилась. Вот снова победить. Так, где ты? Слышь, Георгий, где копать? Здесь. Копай, конечно. Ну, слушай, каждый год саженцы садик, а нифига не растет. Ага. Вырастет? Может вырастет. Не вырастет? А может и не вырастет. Вырастет. А может и вырастет. Наверное, не вырастет. Так, здесь еще один. Ой, я обознался, извиняюсь. А что вы тут делаете? Что не видишь? Село Зеленяево. Да, саженцы-то у вас где? Тут их и не видать. А саженцы должен Петров был расставлять. А у него прививки от клеща нету. А он боится. А ты что здесь делаешь сама? А я детей для школы с очком между елочек вылавливаю. Да ну чушь! Давайте помогай! Так, знаете, вот у меня предложение есть, может, кто из зала поможет, а может, мы с вами обсудим. Вот скажите, вот у нас в школе все время денег не хватает. Вот, может, мы как-нибудь заработаем их сами? Да, можно. Такое есть. Есть предложение, есть предложение. Предложение? Конечно. Ну, давайте. У нас тоже, между прочим, свои предложения. Давайте. Предлагаем в школе открыть детский садик, в школе открыть детский садик. Все, конечно, будут рады, деньги валом, вот награда, сразу решим все проблемы. Сразу решим все проблемы. Предлагаем в школе открыть вытрезвитель, в школе открыть вытрезвитель. Все, конечно, будут рады, деньги валом, вот награда, сразу решим все проблемы. Сразу решим все проблемы. Предлагаем платную сделать курилку, платную сделать курилку. Поняли? Все, конечно, будут рады, деньги валом, вот награда, сразу решим все проблемы. Сразу решим все проблемы. Так, 3 предложения поступили. Сейчас отсчитаем. Чтобы не забыть. Сейчас по-моему доктор говорю, доктор, меня от вашего лекарства прям наружу выворачивает. Он говорит, ничего удивительного, милочка, лекарство-то наружное. Чего ты там все дергаешься? Да ты знаешь, вот что-то, мне кажется, от больницы оставила я. Ну, ты понимаешь, Куда вы? Куда? Мы и так вас уже заждались. Ну и все. Да, это уже что, из больницы пришли? Все, да? Так, становись, отряд, становись. Все. Время, нас торопит. Так, становись. По порядку номеров рассчитайся. Первый, Третий, Четвертый. пятый, шестой, седьмой. Восьмой. Девятый. А где 10-й? Костя нет. Куда Костя? Ты что, Наверное, на втором этаже. Так, отряд, равняйся. Смирно. Вольно. Финальная песня. Смотрится веселая дружина, и пусть жюри не пожалеет нам очков. И
классов не будет, мне придется их назвать. А вы из какой системы-то? А у нас две системы, здравоохранительная и образовательная. Да, и участие в любой из этих систем небезопасно для здоровья. Ну, а финансовую поддержку вам обещали? Да, мы писали письмо главе, но оно до него не дошло. Он прочитал его дважды, но оно до него так и не дошло. В таком случае дайте-ка я проверю вашу эрудицию. Ваш любимый поэт? Владимир Маяковский, Ваш любимый писатель? Владимир Набоков, Ваш любимый политик? Владимир Жириновский. Ваш любимый глава? ну, ой, мне пора. А куда вы собрались, сударыня? Да я хочу встретить мужа с работы. У него сегодня получка. Боитесь, что пропьет? Нет, он у меня не пьет. Тогда зачем? Так я боюсь, что проезд за один раз. Он у меня учитель. Ну, а моя жена пришла... Может быть, скажете, почему у нас школы закрыты? Да учителя унижены, обижены. Зарплаты нет, отключен свет. Сидят без мела, без дела. Взяли винтовки и ушли на забастовки. Ну, а моя жена пришла вчера домой сама не своя. А что случилось-то? Да директор школы говорит, какие у вас ноги. А что, они у нее не держат? Да нет, ноги как ноги, ходят еще. И теперь-то что? Ну как что, он похвалил, а она требует итальянские колготки. Да? Он похвалил, а тебе расходы? Во. Так скажите, кто вы все-таки? Не кочегары мы, не плотники, и сожалений горьких нет. У нас мы медицинские работники, да, сегодня развлекаем вас. Какие уроки нашей практики, болезни века, страшный спид. Расти, когда на средства профилактики, да, у нас огромный дефицит. Дефиците денег подвиги, без медицинский женский пол. Да подвиги казалось невозможного, да, он только все-таки нашел. И преимущества огромные, и презирая всякий благ, давай на свои одежды скромные, да, один беленький халат, да, халат. Ну вот, наконец-то мы на этой сцене. Вот здорово. А что ты так вот веселилась-то, а? Ну как чё? Ну как чё? Мы же играем в КВН. Ну и чё? А ты что, разве первую игру не смотрела? Там же коммунальщикам дали по тонне угля, а строителям по тонне цемента. И чё? А нам по тонне спирта обещали. Да врачи взятки-то не... Ой, да не может быть! Может. Я вчера к невропатологу ходила, 50 рублей давала. Не взял? Так больше надо было давать, больше! А мы бы спирт взяли. Так вам его и дали. Да если нам его дадут, это ж работать не будет не только больница, а и весь район. Победу отмечать будем. Да вы сначала победите. Да, конечно. Соперник у нас сильный. Учителя и в любой ситуации выход найдут. Это точно. Вот вчера мой Болтус рассказывал, как у них учительница вела урок географии. Приходит в класс, а там шум, гам, на нее 0 эмоций. Она как треснет указкой по столу и говорит: ну что, пятикласснички, кто знает, можно ли надеть презерватив на глобус? Ну и что? Так вот, что такое презерватив, пятикласснички все знают. А что такое глобус, она им весь урок объясняла. Это разве прикол? Это мы тоже можем. Везем мы раз мужика в скорой. А он у нас и спрашивает: ребята, а вы куда меня везете? Мы говорим: как куда? В морг.
Да вы что, ребята, я же, говорит, еще живой. А мы ему так тихонечко: подожди, мужик, мы еще не приехали. А помнишь, один раз на одного больного лечили от желтухи, а он китайцем оказался. Ну и что? Или ту бабку, помните? Пришла на прием к врачу и говорит: доктор, что мне делать? Я все забываю. А он ей: быстро заплати мне за прием. Вы посмотрите, сколько зрителей в зале. Все смеются, видать, еще ни разу не лечили. А вон тот, кто сам не смеется? Видать, лечился. Да вовремя выписался. Да после такого выступления они вообще к нам лечиться не придут. Да что вы все о медицине. Мы же на КВН пришли, давайте о чем-нибудь возвышенном, духовном поговорим. Вот, например, открылся у нас храм. Красотища, а на открытии-то одно начальство было. Видать, есть что замаливать. Ну вот мы опять. Да, вы посмотрите, как знаменка похорошела. Кругом асфальт. А возле больничных гаражей как была грязь, как в прошлом веке, когда асфальта не было, так и есть. Ну и что? Да сколько? Да сколько можно? Мы же на КВН пришли. Светофоры, дайте визу, едет скоро, я на вызов, и команда медиков спешит вперед. Есть улыбка на лице, есть советник, есть прицеп, просто для победы нашей КНЗ. Мы бороться не боимся, с кинофором не сразимся, медицина очень нам поможет. Сразу делу, генерал, рот протез, туда укол, что совсем не понял, это не прикол. Мы работаем, но все же пошутить мы тоже можем, про себя и про других умеренно. Шлем жюри большой привет, а для остальных совет, лучшее лекарство смех уверенный. Шлем жюри большой привет, а для остальных совет, лучшее лекарство Просим оценить музыкальное приветствие. Знаменская средняя школа. Центральная районная больница. Команды приглашаются на следующий конкурс «Разминка». Какие вы можете назвать спецблюда? Какие вы можете назвать спецблюда? Почки полонефритные, свежеприготовленные. Это раз. Язык заливной, свежеотрезанный. Это два. Какие вы можете назвать спецблюда? Для пожарника тушенка. Для окулиста глазунья. И для шофера баранка. Какая разница между мужем и директором? Разница между мужем и директором. Муж вставляет, а директор оттягивает. Какая разница между мужем и директором? Директор знает своего заместителя, а муж нет. Вопрос. Что такое свиные отбивные? Я понимаю. Что такое свиные отбивные?
Это свиньи, залезшие в мой огород и хорошо получившие по рылу. Что такое свиные отбивные? Это картошка, отбитая у свиней. Какая болезнь самая неудобная? Порой сам не посмотришь и другим не покажешь. К нашему удовольствию соперники дали правильный ответ, но мы думаем, что можно ответить и так. Ну, например, ангина во время КВН. Что нужно, чтобы научить ребенка рисовать? Что нужно, чтобы научить ребенка рисовать? Не так уж много и не так уж мало. Просто дайте ему нашего учителя Людмилу Ивановну Мамыкину. Что нужно, чтобы научить ребенка рисовать? Нужно как следует набить руку и глаз. Какая должна быть женщина? Какая должна быть женщина? Мужчины любят 100%. 30% полных женщин, а 70% очень полных женщин. Какая должна быть женщина? Женщина должна быть как поликлиника, чистой, общедоступной и бесплатной. Правда ли, ходить босиком очень полезно для здоровья? Правда ли, ходить босиком очень полезно для здоровья? Правда, если ходить по зеленым долларам. Правда ли, ходить босиком очень полезно для здоровья? Точно. Я когда просыпаюсь утром в ботинках, у меня страшно болит голова. Что надо сделать, если на тещу напал тигр? Сделать, если на тещу напал тигр? Надеть на шею жгут и порвать на британский флаг. Что надо сделать, если на тещу напал тигр? Сам напал, сам пусть и защищается. Мы благодарим нашей команды за конкурс «Разминку». Жюри просим оценить. Команда Знаменской средней школы. 4, 4, 5, 5. Но в школе есть один рецепт, проверенный давно. Возьмем 3 добрых казана, поставим на огонь. Затем отловим пацана. Такого, что не тронь, такого, что с ума сойти, такого, что отпад. И поместим его в котел, где знания кипят. Следим за ним внимательно, он может улизнуть. Его в котел с умениями ведь надо затолкнуть. И вот почти готовенький наш юный ученик. Но есть еще один котел. Помогите! И в тот котел он рыб. Да, добавь туда карандаши, возьми тетрадок накроши, закинь заполненный дневник, мешай, пока не смолкнет крик. И вот, взгляните, результат.
ужасно рад. Он теперь при виде школы весь дрожит от жажды знаний. Ну и значит, мы недаром приложили все старания. Ряд новых услуг, которые стали возможны благодаря появлению новой поликлиники. Иметь голливудскую улыбку – мечта многих знаменцев. И чтобы сказку сделать былью, у нас открылся новый зубопротезный кабинет. Цены высокие, зубы изготовляются с максимальным дефектом. Он оснащен современным оборудованием, используются новейшие медицинские технологии. Мы поможем осуществить вам вашу мечту. А вот и первый пациент. Давайте узнаем у него мнение о работе зубопротезного кабинета.